Скандалы, интриги, расследования. Очень хочется выглядеть расследователями и публиковать что-нибудь скандальное. Но получается в итоге так, как получается. В общем, Гуменюк, который бросил гранату, это, возможно, и не Гуменюк, подставили парня, потому что он в АТО воевал. Он не может быть бандитом. Канал Эспрессо. В сети появилось фото Игоря Гуменюка за несколько минут до броска гранаты. СМИ. Вот со ссылкой СМИ ставится это мура. Вот, якобы Гуменюк. А вот оригинал. Газета ЮА. Появилось фото Игоря Гуменюка за несколько минут до броска гранаты. Вот это вот якобы Гуменюк. Вот, вызывает спорность. Ну, вот так вот они написали. Вызывает спорность. По всей видимости, они хотели сказать, спорным является цвет футболки парня до броска. Що теж викликає суперечність щодо причетності, что тоже вызывает спорность по поводу причастности Игоря Гуменюка к теракту. Здесь же они показывают оперативное видео. Оперативное видео, вот наш гномик в черной футболке. Он не на коленях стоит, это вот он такого роста. За несколько минут до взрыва в социальной сети ВКонтакте Игорь опубликовал свое фото в балаклаве на фоне правоохранителей. Если я правильно понимаю глубину их мысли, а вы вообще уловили глубину их мысли, Гуменюк был в синей футболке, а потом тот, который в темной, это уже не Гуменюк. И милиция, которого задержала этого, он тоже не Гуменюк. А кто же он? Получается, задержали-то ведь Гуменюка, ну, это же он, правильно? А тот, который бросил, это не Гуменюк. Тот, который не Гуменюк, был в черной футболке, а Гуменюк был в синей, но задержали его в черной. Давайте разберемся. Вот наш гномик в сети ВКонтакте. Фоток таких у него нет. Игорь Дубенко он себя называет. 26 августа. Он не выкладывал никаких фоток. Потому что он заходил, возможно, последний раз 28 августа. Но какими же тупорезами надо быть для того, чтобы ссылаться на ВКонтакте Гуменюка, куда Гуменюк с 28 августа ничего не выкладывал. А теперь я вам помогу еще раз увидеть человека в темной футболке. Оно есть на видео. Анатолия Шария. Вот отвалил Гуменюк с рюкзачком, а теперь обратите внимание, кто направляется сразу же за ним. Вот еще раз этот паренек в синей футболочке. И вот он, где что-то происходит, и где бегают ребята, которые, собственно, и бросали взрывчатые вещества, там появляется этот парень. Теперь вернемся к супер расследованию газеты ЮА. Вот здесь вот они пишут, что Игорь Гуменюк был активистом ВО Свободы и записался добровольцем. И среди знакомых он был известен под псевдонимом Дубенко. С Дубенко мы уже разобрались. Дубенко это и есть Игорь Гуменюк. Но за несколько минут он опубликовал свое фото с подписью «Скотиняки». А вот это интересно. Но кто же это? Но кто же это? Кого украинские издания выдали за Игоря Гуменюка? Вам разве не интересно? Мне интересно. Я сейчас вам покажу. Ну вот что называется внезапно мы находим страницу некого Игоря Яроша. О, знакомая фотка. Действительно, он написал «Скотиняки». Но теперь давайте найдем, кто же это? Кто же это? Вот Игорь Гуменюк. На самом деле это Игорь Гуменюк. Но Игорь Ярош это не Игорь Гуменюк. Вот Игорь Ярош. Вот Игорь Ярош. А кто же такой Игорь Ярош?
Вон какие у них хорошие фотографии. Ну, как обычно у бойцов-защитников. Вот так вот. Игорек. Вот так вот. И тут, что называется, внезапно. Азов. Во, свобода. Игорь Гуменюк. Відпочиває. Таким образом, у нас уже получается такой своего рода заговор, потому что не только Гуменюк был батальонным, а и еще некоторые люди. Все они оказались в одном и том же месте, все они координировали с кем-то по телефонам, бросали взрывчатые вещества. В общем, очень интересно. Но как бы там ни было, очередной фейк украинских СМИ разоблачен. Сливайте воду.